Итак, мир осознает тот факт, что банковские депозиты – это не обеспеченный кредит контрагенту с левериджем, что страховой фонд ВДИК насчитывает всего 128 миллиардов долларов, что общая сумма депозитов в коммерческих банках США эквивалентна $117,6 триллион. По-моему, эта математика не сходится. А вот и самое главное. Деньги сами по себе – это игра в уверенность, в которой всегда играли парни. Кейтлин Лонг говорит о том, что на самом деле речь идет о шторме, с которым мы, скорее всего, столкнемся в течение следующего лета, то есть уже через неделю-две недели. Банковское дело с частичным резервированием всегда было шарадой, говорит мистер Кейс. Джефф Бут говорит, что согласен с Кейтлин, но я бы сказал, что они постепенно осознают этот факт, веря, что они в безопасности, пока все еще играют в подставную игру. И не понимая, как биткоин может защитить их от этого. Я бы даже распространил это понятие не только на биткоин, но и на другие криптовалюты, а именно на те, которые решают проблемы. И я имею в виду, что 3 марионетки предупреждали об этом еще 8090 лет назад. Как насчет 20 баксов, которые вы мне должны? А да? Ну что же, у меня есть только 10, так что вот вам 10, я должен вам 10. Спасибо. Привет. Мо, вы должны мне $20. Хорошо, вот вам 10, я буду должен вам $10. Вы должны мне $20. Вот 10, я должен вам $10. Вот $10, которые я вам должен. Вот $10, которые я вам должен. Вот $10, которые я вам должен. Хорошо, теперь мы все в расчете. Это все еще в силе. Я обожаю 3 марионеток. Теперь я не знаю, попаду ли я под суд за нарушение авторских прав. Мне кажется, что это настолько старое видео, что оно, вероятно, является бесплатным доменом. Не знаю. Я думаю, мы еще посмотрим. И в соответствии с этим Криптоманиак 101 опубликовал это в Твиттере. А также стратегию 136-летней давности с 90% точностью, созданную Джорджем Тритчем в 1872 году. Так что я имею в виду, ребята, во многих случаях эти рынки здесь не такие уж загадочные. Он создал эту инфографику, в которой описываются годы, в течение которых случались панические ситуации и будут повторяться снова. И, ребята, если вы посмотрите сюда, то увидите, что это пугающе точное изображение, учитывая, что оно было создано в 1875 году. Здесь внизу в годы хороших времен, высоких цен и времени для продажи акций и других ценных бумаг. А вот здесь в годы трудных времен, низкие цены и хорошее время для покупки акций, угловых участков, товаров и так далее. И удержание до тех пор, пока бум не достигнет хороших времен, а затем разгрузки. Так что вы, ребята, можете это видеть, и на самом деле это происходит довольно часто. Я имею в виду, что это не совсем идеально. Однако, например, в 2007 году были хорошие времена, когда цены были высокими до обвала 2008 года. У нас, конечно, была паника перед пузырем доткомов в 1999 году и снова паника перед пивным гриппом в 2019 году. Так что, ребята, все это циклически. Взгляните на это. Самое подходящее время для покупки в 2023 году. Конечно, мы знаем, что фондовый рынок находится в упадке. Вот данные G за месяц. И прямо сейчас мы находимся в 2023 году. На фондовом рынке акции G упали примерно на 13%. Я имею в виду не исторические минимумы, хотя мы все еще находимся в начале 2023 года. Кто знает, что произойдет, если это сформирует модель двойного дна до того, как мы отскочим от нее в 2024 году. Поэтому я оставлю эту ссылку. Это интересная диаграмма. Я оставлю эту ссылку в описании видео, и вы, ребята, сможете взглянуть на нее на досуге и сами решить, во что вы собираетесь инвестировать. Взглянув на биткоин прямо сейчас, мы видим, что биткоин снова вырос. Это происходит ежемесячно. Он вырос до $28 200 за монету. Последние 3 месяца выглядели очень и очень оптимистично не только для биткоина, но и для криптовалют в целом. У нас здесь даже есть Скотт Мелкер, волк всех улиц в Твиттере. Медвежий рынок официально закончился. Биткоин достиг своего первого максимума и набрал 25,2% с момента достижения рекордного максимума за все время. Давайте просто еще раз взглянем на биткоин на дневном таймфрейме, что даст нам немного больше понимания того, почему он говорит, что мы наконец-то находимся на бычьем рынке. И это подтвержденный бычий рынок, потому что мы пробиваем эти максимумы. Так что если бы вы, ребята, могли просто взглянуть сюда. Это была первая образованная средняя школа. Бум-бум. Мы откатились вниз здесь в марте, и теперь мы действительно достигаем более высоких максимумов, ребята, пробив этот максимум. И это первый раз, когда мы видим это, потому что если вы посмотрите на протяжении 2022 года, мы не видели ничего, кроме новых минимумов, а затем, наконец, бум, прорыв к новым максимумам. Он говорит, что это подтверждает новый бычий тренд. Цена все еще может пойти вниз, но это будет новый тренд, а не продолжение предыдущего медвежьего рынка. Так что поздравляю всех с тем, что мы официально добились успеха. И просто хочу дать вам, ребята, несколько рекомендаций от Скотта Мелкера, который также предсказал конец медвежьего рынка в 2019 году. Медвежий рынок официально закончился. BTC достиг своего первого максимума в 4,2 с момента достижения рекордного максимума за все время. Это было в 2019 году, со 2 апреля 2019 года. Это подтверждает новый бычий тренд. Цена все еще может пойти вниз,
но это будет новый тренд, а не продолжение предыдущего медвежьего рынка. Поздравляю всех. Таким образом, по сути, это был точно такой же твит, написанный в начале апреля 2019 года, который привел бы нас прямо к цели. Где это было? Прямо сюда и примерно сюда. Новый хай здесь и примерно здесь. Позвольте мне просто увеличить изображение, чтобы вы, ребята, могли видеть. Итак, мы достигли нового максимума здесь и поблизости. Это будет вот эта свеча прямо здесь. По сути, та же самая модель, которую мы наблюдаем сегодня, не так ли? Мы снижаемся. Это было дно, а затем снова поднимаемся вверх, достигая нового максимума. Возвращаясь к сегодняшнему дню, мы наблюдаем ту же самую модель и здесь. Итак, новый максимум, и Скотт Мелкер дает нам об этом знать. Позвольте мне просто очень быстро рассказать здесь о XRP. XRP торгуется на уровне 38,2. Все еще торгуется в значительной степени боком. Мы не видим, чтобы альты действительно двигались. Биткоин, как правило, будет двигаться первым и всегда был в этих тенденциях. Я имею в виду, что иногда мы увидим некоторую корреляцию, хотя XRP прямо сейчас все еще торгуется боком. Даже несмотря на то, что мы видим, как множество криптокитов присоединяются к сети XRP. Ребята, я видел это сообщение Тима здесь в Твиттере. Взгляните на это. Криптоаналитик Али Чарльз вчера написал в Твиттере, что примерно 50 китов Ripple XRP присоединились к сети Ripple за последний месяц. Теперь, почему это важно, я думаю, это связано со сроками. Это связано с рынками, и позвольте мне объяснить вам это. В своем твите Али сослался на данные блокчейн-аналитической фирмы Sentiment, которые показали, что эти киты XRP приобрели около 420 миллионов XRP. По ценам на момент покупок, по оценкам, общая стоимость покупок в долларах составила около 155,4 миллиона долларов. Итак, мы видим все в порядке, так что самое главное, киты приближаются к нам. Они понимают, что это, вероятно, последний раз, когда они смогут приобрести XRP по таким низким ценам, учитывая то, что по их предположениям произойдет дальше. У нас надвигается долговой кризис, банковский кризис. Вот это письмо от Кабеси, опубликованное здесь. Многие люди говорят, что кризис закончился теперь, когда Apps приобретает Credit Suisse. Так что, думаю, мне следует затронуть этот вопрос 1 числа. Apps соглашается купить Credit Suisse более чем за 2 миллиарда долларов. Так что я имею в виду всего лишь статью на эту тему. Apps согласился купить Credit Suisse, увеличив свое предложение более чем на 2 миллиарда долларов. А швейцарские власти готовы изменить законы страны, чтобы обойти голосование акционеров, поскольку они спешат объявить о сделке до понедельника. Это первый красный флаг. Обходите голосование акционеров стороной. Очевидно, что они хотят, чтобы это произошло. Они не хотят, чтобы акционеры имели право голоса по этому вопросу, хотя традиционно акционеры обычно имеют право голоса. Они действительно владеют частью компании. А сделки по продаже всех акций между двумя крупнейшими банками Швейцарии будет объявлена уже в воскресенье вечером, и ее цена будет составлять часть цены закрытия Credit Suisse в пятницу, что практически уничтожит целевых акционеров, сказали 3 человека, непосредственно знакомые с ситуацией. Итак, ребята, это создает опасный прецедент, полностью исключающий акционеров из состава акционеров. И вы знаете, я имею в виду, что это происходит прямо сейчас. Это один из примеров того, что происходит в Европе, в Швейцарии, с Apps и Credit Suisse, и в письме о потенциале говорится. Вы знаете, кризис еще не закончился только потому, что один из крупнейших банков в мире приобретен со скидкой 50 с лишним процентов. По-прежнему насчитывается более 186 американских банков, сталкивающихся с той же проблемой, что и ЭВБ. Так что эта неделя будет решающей. А теперь один момент, который мне показался интересным, учитывая, что Ripple и XRP действительно имеют ясность в Европе. Именно Apps решает купить этот банк, и профессиональный охотник за прибылью публикует это здесь. Итак, Apps уже сотрудничает с Ripple и XRP, банком, который только что купил Credit Suisse, и теперь является крупнейшим банком в мире. Таким образом, начиная с 2016 года, ребята, 7 ведущих банков присоединяются к глобальной сети Ripple, включая Santander, а не Credit Apps в этом списке. Рисбанк, СИПК, Национальный банк Абу-Даби и ATB Financial входят в число последних банков, присоединившихся к сети Ripple. И опять же, это было еще в 2016 году. Так что теперь мы видим Apps с этой покупкой. Кто знает, увидим ли мы, что вы легко разберетесь в каком-то виде ликвидности XRP. Я имею в виду, что я не знаю основ этой сделки и того, что они собираются делать с Credit Suisse, если им действительно нужно будет снять часть этого избыточного давления. Но я знаю, что ликвидность связана, и вы знаете, что ликвидность будет королем. Поэтому интересно видеть, что это партнерство связано с Ripple и XRP. Так что мы будем следить за этим. У нас также есть ребята из подкаста Pop, Рауль Пау, которые оценивают ситуацию. Послушайте вот это. Причина, по которой я должен предпринять количественное смягчение, заключается в том, что банки, особенно эти региональные банки, мелкие и средние банки, имеют еще одну большую проблему на своем балансе. И именно они являются крупнейшими кредиторами на рынке коммерческой недвижимости. Теперь, если мы вернемся к тому моменту, когда мы впервые выступили в начале пандемии, то в тот момент мы все направлялись в офис. Я был в Нью-Йорке, когда увидел вас, потому что я шел в офис, и у нас в офисе в Real Vision было 60 с лишним человек. Теперь у нас в офисе работают 3 человека. Мы уже один раз сокращали штат, но у нас по-прежнему работает всего 3 человека, и мы не можем расторгнуть наш проклятый договор аренды. И у всех одна и та же проблема.
Никто не собирается возвращаться в офис. Мир изменился. Мы все можем работать удаленно. Поэтому раньше мы проводили подобные собеседования лично, а теперь проводим их с помощью масштабирования. Таким образом, у нас есть огромное количество объектов коммерческой недвижимости, которые в основном пустуют. И эти цифры немного странные, потому что вы также должны понимать, что пустующие офисные помещения, которые зарегистрированы, полностью пусты. Но на самом деле большинство людей попадают в ловушку договоров аренды, в которых задействовано 10% их рабочей силы. Так что, как только срок аренды истечет, люди тоже будут платить чаевые. Так что у нас есть вторая бомба, которая поразит эти небольшие банки. И это рынок недвижимости. А рынок недвижимости будет неликвидным. И, скорее всего, проблема так и не будет решена. Так что нам следует обратить внимание на то, ребята, что рынок недвижимости еще даже не пострадал. И Рауль Пауэлл поднимает здесь важный вопрос, приводя пример с офисными помещениями в Нью-Йорке во время пандемии, и теперь, когда вы знаете, даже если люди могут вернуться в офис. Многие люди этого не делают, и многие из этих людей не могут отказаться от своих договоров аренды. Так что же будет с этой недвижимостью, когда лопнет этот пузырь? У нас также растут процентные ставки по жилой недвижимости и приближается срок погашения ипотечных кредитов населению. Даже если у них фиксированная ставка, что произойдет, если срок погашения ипотечных кредитов наступит в ближайшие 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, неважно. Смогут ли они позволить себе взять ипотеку? У нас уже есть переменные ставки по ипотечным кредитам, которые губят людей, так что это еще кое-что, на что нам следует обратить внимание. Gold Telegraph также упоминает об этом. Ребята, сегодня это важная новость. Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система и Швейцарский национальный банк объявили о совместной операции с ликвидностью. Опять это слово «ликвидность». Не могли бы мы уже покончить с этой неделей? Итак, вот что происходит. ФРС и другие центральные банки пытаются предотвратить кризис, поддерживая приток долларов. Таким образом, доллар США, ребята, является краеугольным камнем этой сделки. Федеральная резервная система США и несколько других крупных центральных банков объявили в воскресенье вечером о скоординированных усилиях по увеличению притока долларов США через мировую финансовую систему с целью поддержания притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям. Банк Канады, Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система и Национальный банк Швейцарии сегодня объявляют о скоординированных действиях по расширению предоставления ликвидности с помощью постоянных соглашений о свопах ликвидности в долларах США. Вот что они сказали. Воскресное заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как швейцарские власти организовали экстренное поглощение Credit Suisse. У нас сейчас многое происходит. Потрясения на рынке вызвали вторые и третьи крупнейшие банкротства банков в США за всю историю США в начале этого месяца, и это угрожает затруднить людям получение кредитов. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила об этом на прошлой неделе. Если банки находятся в состоянии стресса, они могут неохотно предоставлять кредиты. Мы можем увидеть, что кредиты станут намного дороже и менее доступными. Кристин Лагард, президент ЕЦБ, заявила журналистам в четверг, что постоянно повышающаяся напряженность на рынке может еще больше ужесточить условия кредитования, которые и без того ужесточаются в ответ на повышение процентных ставок. Своп-линии – это соглашение между двумя центральными банками об обмене валютами. Поэтому, чтобы дать вам, ребята, некоторое представление об этом, они позволяют центральному банку получать иностранную валюту от центрального банка, который ее выпускает, и распределять ее среди коммерческих банков в своей стране. Хорошо, ликвидность – это то, что важно, по крайней мере, на данный момент для того, чтобы продолжать поддерживать систему. Потому что Merlin Crypto Future Invest здесь, я думаю, очень хорошо подводит итог. Другими словами, они обеспокоены тем, что нефтедоллар, то есть доллар США, рухнет, и единственный способ поддерживать его на высоком уровне – это печатать деньги и делиться всеми имеющимися у них деньгами до тех пор, пока они не позволят ему свободно упасть и рухнуть, чтобы все выглядело так, как будто это была чья-то вина. Повторяю, это всего лишь очередная попытка удержать этот рынок на плаву до тех пор, пока они больше не смогут этого делать. Так что пивной гриб или Путин и так далее – удобные отговорки. Им повезет продержаться примерно до января 2024 года. Но наблюдения подсказывают мне, что что-то может произойти к ноябрю или декабрю. Им нужно будет гибридизировать систему с цифровыми активами и фиатными деньгами, такими как XRP, XLM, поставщики ликвидности. Так что, говоря о XRP и XLM, это те слоны в комнате, которые могут служить этими поставщиками ликвидности. Я видел это здесь у Джессики Уитакер. Хорошо, также публикую это официальное заявление, которое я только что прочитал специально для вас, ребята, с веб-сайта Европейского центрального банка. Я приветствую оперативные действия и решения, принятые швейцарскими властями. Они играют важную роль в восстановлении упорядоченных рыночных условий и обеспечении финансовой стабильности, так что это имеет отношение к Credit Suisse. Банковский сектор еврозоны отличается устойчивостью и сильными позициями по капиталу и ликвидности. Опять это слово. В любом случае, наш инструментарий политики полностью укомплектован для обеспечения поддержки ликвидности финансовой системы еврозоны в случае необходимости и для сохранения плавного перехода денежно-кредитной политики. Теперь мы знаем, что ЕЦБ тесно связан с Ripple XRP. Мы также знаем, что Всемирный банк официально объяснил в этом документе,
я имею в виду, изложил нам, что они рассматривают XRP XLM как стабильные монеты. Они поместили это здесь в газету «Стабильные монеты для трансграничных платежей». Сейчас я снял видео на эту тему, и я имею в виду, что это был потрясающий релиз. Многие люди думали про себя. Как они могут считать XRP XLM стабильными монетами, если они явно нестабильны? У них явно есть рыночная стоимость. Мы, конечно, размышляли, вы знаете, основываясь на том, что Дэвид Шварц говорил в прошлом, что XRP должен быть по высокой цене, чтобы выполнить то, для чего он был предназначен. И вы знаете, мы подумали про себя. Хорошо, так какова же будет эта высокая цена? Очевидно, что эта высокая цена должна быть стабильной. Дэвид Шварц также прокомментировал то, что волатильность, скорее всего, снизится, как только она достигнет достаточно высокой цены. Я имею в виду, принимая это во внимание, я хотел бы показать вам, ребята, этот клип от Lineage Jan, Item Trading. Послушайте это. МВФ в 1969 году создал свою собственную валюту под названием SDR. Это означает специальные права заимствования, но это всего лишь название. Точно так же, как доллар — это имя, просто название. Однако, что это такое? Так, это корзина валют. На данный момент там 5 валют, но на самом деле они могли бы положить туда любую валюту, если бы захотели. Он существует с 1969 года, так что у каждого его предостаточно. Особенно в 2009 году, когда они пришли и протестировали все механизмы для перехода с доллара на DER или любую другую валюту. И вот совсем недавно они ввели в глобальную систему огромное количество SDR. Теперь любой желающий может зайти в свою местную почтовую службу и в строке поиска ввести DER, и вы обнаружите, что они находятся внутри системы. Так что, на мой взгляд, это будет следующая мировая резервная валюта, потому что в этом больше всего смысла. И вы знаете, я имею в виду, я не знала, что это будет, но затем Китай в 2009 году, именно Китай вышел и сказал, а как насчет DER? И я подумала, что в этом есть смысл. Им не нужно изобретать велосипед заново. Им просто нужно подправить колесо, которое уже установлено. Таким образом, они могли бы добавить туда каждую отдельную валюту, и в итоге у нас получилась бы глобальная валюта и местная валюта. Так что да, я вернусь к разговору о SDR, глобальном SDR. И знаете ли, возможно, добавлю в эту корзину криптовалюты. Если доллар США действительно обречен на крах, я знаю, что у нас есть центральные банки, которые пытаются поддержать его здесь, но как долго? Послушайте-ка вот это. Но XRP World тоже подняла этот вопрос. Я не знал, что Институт Гувера Стэнфордского университета также упомянул XRP в качестве возможного SDR, специальных прав заимствования электронной версии. Представьте себе, как это повлияет на цену XRP. И, ребята, документ находится здесь. Я приведу ссылку на него в описании. Цифровые валюты США, Китай и весь мир находятся на перепутье. Опять же из Института Гувера при Стэнфордском университете. Поэтому здесь и снова проводится очень углубленное исследование, посвященное авторскому праву 2022 года. Так что это совершенно новое явление за последние 3 месяца. И я просто выделю здесь эту часть. Опять же я приведу ссылку на это в описании, но просто для того, чтобы понять мою точку зрения, можно предусмотреть еще более авантюрные мероприятия. Например, стабильная монета на основе специальных прав заимствования, выпущенная многосторонним агентством, напоминающим предложенную Джоном Мейнардом Кейнсом наднациональную валюту Bancorp, которая могла бы быть обменена на любую национальную валюту. Таким образом, может быть конвертирована в любую другую национальную валюту в 2 этапа с помощью стабильной монеты. Сейчас они уже обсуждают эту неизбежность ценности обмена, возможность обмена ценностями с помощью других средств. Теперь у нас есть RippleNet. Такое соглашение будет напоминать трансграничную платежную систему, которой в настоящее время управляет Ripple со своей криптовалютой XRP, и является лишь одной из множества возможных альтернатив. Любая демократическая альтернатива должна предусматривать решения для частного сектора. Мультивалютные коридоры, например, не должны исключать использование регулируемых частных стабильных монет или криптовалют. Даже если такие решения могут потребовать дополнительного регулирования, как обсуждается ниже. Так что, касаясь этого факта, обсуждая SDR, мы все еще не знаем, что будет включено, но, конечно, если мир будет использовать криптовалюту для передачи стоимости, было бы разумно, чтобы эта криптовалюта была частью упомянутого SDR или корзины электронных специальных прав заимствования. Я также, вероятно, должен упомянуть об этой статье 2023 года. Итак, совершенно новая статья, ребята, ликвидности не хватает. Опять это слово. Поэтому банки стремятся снизить ликвидность, находящуюся в ловушке на счетах Nostro, и упоминают Ripple в качестве конкурента корреспондентскому банкингу. Так что здесь они фактически даже говорят о Ripple. По мере того, как ликвидность становится все более дефицитным товаром, банки будут стремиться сократить свою ликвидность, попавшую в ловушку клиринговых операций и ноздреватых счетов, путем рационализации своих клиринговых и сетевых стратегий. И здесь внизу они говорят, что мы видим, что плательщики начинают ожидать предварительной проверки своих платежей не только в отношении платежных данных, но и в отношении сквозных комиссий и валютных курсов, на которые они могут рассчитывать. А затем они используют такие примеры, как SwiftGo для корреспондентского банковского обслуживания, но также такие конкуренты, как Wise и Ripple, также являются частью этого процесса или фактически могут быть частью этого процесса, и ссылка находится здесь, если вы, ребята, хотите прочитать полный отчет. Я хотел бы вернуться к этому интервью, ребята. Мигель Виас раньше работал в Ripple. Он больше не работает в Ripple. Кредитор последней инстанции.
На мой взгляд, существует вероятность того, что в конечном итоге мы окажемся в большей степени кредиторами последней инстанции. В цифровых активах ежедневно говорят, что если банк рухнет, то стандарты ISO 2022 вступят в силу. Ripple обеспечивает или предоставляет ликвидность в условиях глобального кризиса ликвидности, а оставшийся XRP полностью доступен. А по какой цене можно было бы купить XRP, если бы его не было в наличии? Итак, здесь есть еще один хороший момент, и он также указывает на некоторые другие статьи из интернет-магазина Dotcomов Nustc. Федеральная резервная система США планирует запустить программу FedNow в июле. Так будет ли это противодействовать пульсации? Но с другой стороны, Ripple также разместила эту целевую группу Федеральной резервной системы. Ripple повышает скорость и прозрачность работы. Так что Ripple, безусловно, может быть использована в этом качестве. Они могли бы предлагать ликвидность даже через свои кредитные линии, предоставляя ее в кредит. Они могли бы стать тем кредитором последней инстанции. Поэтому я хотел бы поблагодарить компанию Digital Assets Daily за публикацию этого сообщения здесь. Так что же будет дальше, ребята? И откуда все эти иностранные центральные банки берут свои иностранные валюты для обмена на доллары? Возвращаясь к этому вопросу, не так ли? У нас есть все эти центральные банки, но откуда они собираются брать свои иностранные валюты? Ага, расширенный тестовый вопрос. Почему бы иностранным центральным банкам просто не продать свои резервы? И Santiago Capital говорит, что это все равно, что продать фамильное серебро. Мы здесь в огромном затруднительном положении. Эшли Проспер тоже указывает на это. Если XRP это решение проблемы, то, во-первых, вам нужна проблема ликвидности. Опять это слово. Но не для всех мелких банков. Это один из большой четверки. О, и угадайте, что именно. Компания Ripple фактически сотрудничает с Bank of America. Только у одного из них поступали сообщения о пропаже денег клиентов, что говорит о потенциальной проблеме с ликвидностью в будущем. Это Банк Америки. Насколько это символично? Удобно, что Банк Америки может получить доступ к ликвидности Ripple, учитывая, что он является партнером. Я опять же имею в виду, что у Ripple нет ясности в Соединенных Штатах, по крайней мере пока, ребята. И еще раз повторю слова того же интервьюера Помпеана, на этот раз я буду говорить о цене биткоина, но мы знаем, что остальная часть рынка в целом следит за биткоином. Послушайте-ка вот это. Общий тезис заключается в том, что рынок будет сжиматься сильнее, чем люди ожидают. Поэтому я думаю, что мы, вероятно, доберемся до 50% быстрее, чем ожидает большинство людей. Когда это произойдет, не в этом ли году? Это произойдет в течение 12 месяцев? Вероятно. Не знаю. И со временем мы просто продолжим процесс усыновления, и он будет продолжаться. К чему это приведет на пике этого цикла? Я не знаю. Опять же, я не хочу, чтобы меня за все это вешали на крючок Dix Online, но со временем это обойдется в $100. Не обойдется ли это в $250? Конечно, обойдется. Вопрос только в том, когда это произойдет. А выбор времени – это отвлекающий маневр. Вы знаете, если у вас достаточно длительный временной горизонт, а темпы внедрения и роста цен на актив с течением времени превосходят все остальные активы, у вас нет мотивации делать что-либо еще, кроме как удерживать. Таким образом, мы наверняка увидим 50, 100 или даже 250 нулевых долларов за BTC. Сейчас самое подходящее время для отвлекающего маневра, как упоминает здесь Рауль Пауэлл, поскольку я добавляю Фибоначчи сюда на график. Мы можем видеть, что еще один полный откат Фибоначчи приведет к тому, что биткоин подорожает до $241 с нуля, плюс-минус за монету. Конечно, ребята, нам предстоит проделать еще много работы, прежде чем мы доберемся туда. А временной горизонт – это большой вопрос. Вот в чем главный вопрос. Сколько времени потребуется, чтобы добраться сюда? Ну, я имею в виду банковский кризис, который, очевидно, может подлить масло в огонь на рынке, особенно если люди не уверены в себе, потеряют доверие к банкам. Ребята, это классическая ситуация с управлением банками. Вот почему я думаю, что мы начинаем видеть движение криптографии, но вы знаете, что ФОМО управления банками на самом деле еще не произошло. Это просто спекулянты, которые приходят пораньше, как вы и я, понимая, что дерьмо попало в вентилятор, надпись на стене. Так что вы можете себе представить, что произойдет с такими криптовалютами, как биткоин, XRP, как только действительно произойдет ограбление банка. Это всего лишь мое мнение, но я хочу услышать, что думаете вы, ребята. Пожалуйста, подпишитесь на канал, если вам еще не понравилось видео, если вам нравится контент, который я предоставляю. Я всегда с удовольствием выслушаю ваши комментарии. Увидимся в следующем видео, ребята.